Всем привет, меня зовут Анастасия, рада вас видеть на своем канале. Сегодня мы с вами пойдем, за 7 лет впервые я уговорила мою турецкую свекровь показать нам, как делается в деревне по старинке, по старинному рецепту козий сыр из нашего козьего молока с нашей фермы. В общей сложности у нас туда уходит 13 килограмм молока. Я уже говорю, как турки. Здесь, в общем, молоко литрами называют килограммами. Это домашнее молоко со своей фермы. Козье молоко сначала наливаем 10 литров. И ставим это молоко разогреваться на печь. А потом туда добавляем еще 3 литра, но уже бараньего молока. Также можно и проделать с коровьим и плюс бараньим молоком. А вообще баранье молоко само по себе, оно такое более густое. А сейчас моя свекровушка проверяет на готовность этого молока. Оно должно быть слегка горячее, так, чтобы ваш палец некоторое время мог находиться в молоке. Сейчас его нужно очень хорошо размешать. И будем добавлять, это закваска. Она здесь продается в Турции, так и называется, keçi mayosu. С этой закваской нужно быть очень тщательно и аккуратно соблюдать все пропорции. В общем, на 13 литров молока у нее уходит 3 малюсенькие ложечки этой закваски. Нам нужно ее очень тщательно перемешать в этом стаканчике с водой. И постепенно, очень медленно вливаем и тщательно перемешиваем. Нужно тщательно перемешать где-то минут 5. Потом закрыть крышкой плотненько и хорошо в одеяльце его укутать. Когда закваска готова, на ней, если провести половником, начнет капать сверху вода. Вот такая красота, такие сгустки у нас должны получиться. И хорошо, тщательно все это нужно перемешать. По вкусу он совершенно не похож на простоквашу, а просто тупо безвкусный вкус молока. Закрываем крышкой и даем ему минут 5 отдохнуть. В Турции продаются вот такие специальные тряпочки, называются süzgeç. И таким образом, в общем, нам нужно сделать конвертик или мешочек. Buraya girince içerler. Çayımız güzel değil mi Kamelli? Güzel mi? И не торопясь, это все дело потихонечку все туда перелить. Потом вот так подвесить, и чтобы вся эта жидкость у нас должна оттуда стечь. Кстати, наша нормальная стандартная марля туда не подойдет.
потому что у нее сеточка настолько мелкая, возможно, медицинская марля туда подойдет. Потом это нужно переложить в посуду с дырочкой, в удобный для вас друшлаг. И таким вот образом его просто прижать и утрамбовать. Сверху что-то тяжелое ложить не обязательно. С этой закваской сыр сам по себе получается довольно-таки твердый. И убираем таким вот образом в какое-нибудь прохладное темное место, как минимум на 5 часов. А сок, который остался у нас от пейнира, из него также можно выжать еще и творог изготовить. Если нет, то можно использовать его в приготовлении хлеба или каких-то кондитерских вкусностях. Вот такой у нас шикарный козий сыр получается. Его нужно обвалять в крупной соли, положить в стеклянную банку и залить оставшимся соком. Если вы любите, чтобы он был очень твердый, я, например, люблю такой, то эту банку нужно оставить на 2-3 месяца в прохладном темном месте. Тогда сыр будет очень... Если вам полезно это видео, обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться.